Привет, народ, и добро пожаловать на канал Garnish Life. Сзади меня, кстати, бутыль Вульфа, которую я сам сделал, из бутылки, которую мне подарили. По-моему, она икеевская. А что касается моего сегодняшнего видео. Я сломал голову и не один вечер, и даже не одну ночь посвятил поиску источника питания. Потому что лабораторники, они не выдают нужного напряжения. Хотя и заявлено. Я вам сейчас покажу. А что касается блоков питания, стандартных, то их коротит. Просто коротит. И для того, чтобы их там не коротило, нужно ставить шим. Я вам это тоже покажу. Ни один шим нормально себя не может позиционировать для подобного эксперимента. Я разжился вот буквально несколько дней назад новым лабораторником, который немножко мощнее, чем мой. Попробуем сегодня произвести замер. Тем более, что я максимально герметично сделал бутыль Вульфа. То есть он даже сейчас открыт. Видите, он открыт. И не течет, и не капает. Это значит, что мы узнаем точное количество газа при ультрафиолете, ультразвуке и, если повезет, в микроволнах. И если все будет нормально, и они пострадают, то будет весьма интересно понаблюдать. Что, проведем замеры. Сейчас я вам кратенько покажу, что с питанием у меня, почему такая жопа и столько времени ушло. Сегодня был у сына день рождения, и я вот сейчас вечером, здесь в воскресенье, пытаюсь как раз вот провести эксперимент с тем, что имею. И в конце там поделюсь информацией интересной. Ну что, поехали? Ну а вот, собственно, гость нашей программы. Генератор версии 4.1. Он состоит из трубок, имеет в центре трубок два отверстия. Они светопрозрачные, выполнены из кварцевых трубок и рассчитаны для того, чтобы туда можно было направлять ультрафиолет и микроволны. Сама конструкция настолько герметичная, что даже бутыль Вульфа в открытом состоянии не производит никакой жидкости, то есть не капает вода. Я все это дело промазал, просиликонил, прогерметизировал герметиками, суперклеями, прошелся и залил все к чертям эпоксидкой. А вот шимы. Шимы, к сожалению, искрят, не хотят производить процессы, отрубаются и отрубают блоки питания, которых тоже немалое количество. Вот данный блок на 48 вольт и 10 ампер. Рядом стоят запараллеленные блоки на 24 вольта. И они тоже, к сожалению, коротятся. То есть напрямую, когда я подключаю, эффекта нет, отключаются. А через шимы искрят. А лабораторник на 32 вольта 32 ампера и вот этот красавчик на 80 с чем-то вольт. Лабораторники, к сожалению, тоже ограничивают себя в питании, то есть не придерживаются заданных параметров. Ставишь, например, 48 вольт напряжения, а он выдает, дай бог, там 2,5. Понятное дело, что это как-то связано с тем, что электролит, именно процент щелочи в электролите не позволяет пропускать больше. Но вот такая ситуация. Значит, вы уже, наверное, помните из предыдущих видео, что у нас в генераторе стоит ультразвук, 4 трубки для входа электролита и 2 отверстия с трубками для выхода газа. Вот такая конструкция. Я думаю, если вдруг вы не знакомы, вам обязательно нужно зайти на предыдущее видео, в котором мы показываем этот генератор, и посмотреть его. Начинаем наш эксперимент с электролитом. Видите параметры 2 вольта 76 и 12,5 ампер. Выработка газа началась. Сейчас мы замерим, сколько максимально можно получить в герметичном генераторе 4.1 газа за 1 минуту. Ну и периодически будем проверять температуру при разных эффектах. При ультразвуке, ультрафиолете, микроволнах, если все получится. Процесс идет классический электролиз без каких-то дополнительных процессов. То есть сейчас пока не включали ни ультрафиолет, ни ультразвук. Напряжение у нас 2 с чем-то там 2,40 вольта и ток 12,5, то есть около 30 ватт данный генератор сейчас потребляет. Да, видите? И давайте посмотрим за минуту, сколько мы получили. 100 с чем-то миллилитров. Ну, так себе показатель. Да, не особо. Я думаю, можно, знаете, как попробовать.
именно замерять, в какой промежуток времени мы наберем 100 мл. Так будет, наверное, практичней. Сейчас давление уравняется внутри генератора, жидкость перестанет вытекать, и мы повторим подобный эксперимент. Только теперь будем с вами замерять выход газа 100 мл в отведенное, точнее, за какое время мы получим 100 мл газа. Сейчас это все дело должно уравняться, перестать капать. Видите, еще сверху там 200 накапало. Ну, потому что образуется давление, и я на всякий случай поставил непреградительный клапан перед бутылем Вульфа, ибо, как я вам всегда говорю, безопасность должна быть безопасной. Сливаем. Включаем. Процесс пошел. Заново тестируем работу электролизера без каких-то дополнительных воздействий. При 30 ваттах. Ну, видите, вода на самом деле набирается. То есть газ, получается, чтобы набрать воду, выталкивает ее из бутыля Вульфа. Вот процесс генерации. Весьма интересно происходит при 30 ваттах. Вот уже почти набрали. Довольно быстро набирается 100 мл. И у нас будет возможность как раз благодаря этому понять, сколько приходится ватт на миллилитров газа. 48 секунд ушло на то, чтобы набрать 100 мл. Сейчас опять давление уравняется, вода перестанет вытекать в мерный стаканчик. Еще раз извините за эту грязь на столе, потому что я очень много всего подряд постоянно там что-то творю на этом столе, и выходит, что он просто физически его уже бессмысленно оттирать, там оттирать-то нечего. Вечно он грязный. Вот. Ну, стесненные условия, мне кажется, это у всех, кто, грубо говоря, поглощен каким-то процессом. Да, температура не особо поменялась при электролизе, но мы, в принципе-то, провели не так много экспериментов, чтобы он нагрелся. Включаем ультразвук. Что из себя представляет ультразвук? Это платформа, она снизу под трубками, состоящая из 6 пьезокерамик, которые колеблются, если я не ошибаюсь, как мне сказал производитель, на 1,7 МГц. Может быть, чуть ошибаюсь, поправите. И эта платформа, получается, колеблет наш электролит под трубками. И чисто теоретически выход газа должен увеличиться. По крайней мере, мне так казалось. А так ли это, мы сейчас посмотрим. Пошел процесс, выходит газ Брауна. Обязательно, если будете проводить подобные эксперименты, обезопасьте себя. Оденьте очки, поставьте огнепреградительный клапан и не экспериментируйте с слишком большим напряжением. Это может быть опасно. Вот мы набираем 100 мл почти. Так, опа, красота какая. И 50 секунд. То есть у нас без, ультразвука было 47, а сейчас 50. Наверное, какая-то погрешность есть. Да, странно. В прошлом видео, наоборот, КПД увеличилось. Но он, может быть, из-за того, что генератор был не особо герметичный, где-то подтекал, и показатели немного от этого менялись. А сейчас-то вроде все герметично, и значит показатели более точны должны быть. Давайте померим температуру 25 градусов. Я думаю, вряд ли, конечно, лукавит прибор, потому что, мне кажется, за 50 секунд нагреться он не мог, он холодный. Хотя, смотрите, выход газа вроде все отключили, а выход газа еще идет. 22 градуса. Да, как изначально в начале эксперимента было. Скорее всего, блестящая поверхность не совсем корректно отражает температуру. Да, видите, вообще внизу 21 градус. То есть холоднее. Снизу, где у нас ультразвук, холоднее стало. В общем, конечно, это небольшая какая-то ошибка.
Я думаю, ничего страшного. Все, замер произвели. 50 секунд на 100 миллилитров при ультразвуке. Ну, давайте перезамерим. Потому что очень странный показатель. Вот 34 ватта. 34,1 ватт показывает. Слева вольты, справа амперы. Умножаем их и получаем ватты. 34. 17 секунд прошло. Так. Ну, струя такая поактивнее вроде, в отличие от просто электролизера. Смотрите, приближаемся к цифре. 100 миллилитров. 47. Ну, теперь хотя бы похоже на правду. Такая же цифра, как и при отсутствии ультразвука. Так что, ну, на самом деле, может быть, там порегулировать нужно блок питания и увеличить. Но мы идем дальше. Ставим ультрафиолет. Как я вам ранее говорил, ультрафиолет через кварцевое стекло воздействует на трубки, которые внутри генератора. И сейчас проверим. Ультрафиолет, ультразвук, причем я его не отключал, в симбиозе способны ли увеличить выход газа? Бурлит, все кипит. Даже не так, как с ультразвуком просто, да? Или мне кажется. Но вот вроде струя была... вот такая струя была. А когда ультразвук был, такая струя. Может быть, там где-то в генераторе нагнетается, и огнепреградительный клапан как-то сдерживает давление, а потом, когда оно перекидывает его в бутыль Вульфа, оно вот так начинает течь. Ну, вроде очень хорошо течет, смотрите. Почти уже даже набрали. Ну да. Оп. За сколько? Тоже 47. Ну, 47 было. Так, видите, герметичность позволяет более точно и корректно произвести замеры. И выходит, что ультрафиолет, ультразвук не особо влияют на выход газа. Но если будет источник энергии помощнее, чем 34 ватта, то, я думаю, надо опять перезамерить. Потому что в этом, мне кажется, весь секрет и кроется. То есть при большем напряжении мы сможем заставить молекулы колебаться. А может быть, я ошибаюсь. Ну, надо проводить эксперимент. Еще хотя бы один с подобным. В общем, вот давайте еще, может быть, разочек. Проверим, есть ли результат от ультразвука и ультрафиолета. Может быть, у меня что-то сейчас получше будет. Стартуем. Ультразвук, ультрафиолет, 100 мл. За какой промежуток времени? Видите, он не сразу начинает вот прям вытекать, вот прям таким ручейком. Он сначала как-то капает, нагнетает давление, а после... Может быть, стоит промежуток времени увеличить, но видео тогда будет, я не знаю, часа полтора. Кому будет интересно смотреть весь этот процесс. А если его потом склеивать как-то кусочками, то... Ну, тогда будут говорить, да брехня все это, там, что-то там наварганил, там, еще что-нибудь там. Людям дуришь голову, скажут. Поэтому хочется именно вот таким вот образом представлять процесс. Так, 100 миллилитров, 100 миллилитров и стоп. 50 секунд. Ну как-то странно вообще. Ну ладно, в целом, короче, 47-50 секунд у нас их выходит на получение 100 миллилитров. 47-50 секунд на 100 миллилитров газа. А теперь давайте поставим магнетрон. Штука опасная. Не советую, не пользуйтесь ей, не играйтесь, не проводите эксперименты. Я вот просто пока разбирал, порезался. А вам советую вообще к нему не подходить. Я его вытащил из микроволновки, удлинил шнур питания, направил в одну из трубок, сделал нержавеющий корпус, который позволяет
головки магнетрона заходить туда в кварц. Отхожу на нереально безопасное расстояние, просто нереальное. И начинаем. 100 миллилитров. Представляете, за 30 секунд. Я нажал 30 секунд и получил 100 миллилитров. Вот так вот это все дело закрыл. Там что-то дымится, но я боялся снимать, потому что можно поджариться. Я все закрыл максимально. Вот там пленками этими фольгированными. Корпусом от самой микроволновки. Кстати, спасибо большое людям, которые мне ее подогнали для экспериментов. Закрыл там специальным, ну это не пластилин, это аналог пластилина какой-то, герметик мягкий. Закрыл, чтобы все держалось, было максимально там как-то герметично. И, удивительно, выключил, что там еще процессы какие-то идут. Ну и вроде дымок был даже. Честно, на самом деле очень-очень стрёмно работать с магнетроном, тем более, что я слегка накосячил с тем, что не предусмотрел под его габариты вход, и поэтому он слегка выступал, магнетрон, и от этого, ну, кстати, смотрите, градусов 25, ну, нагрев какой-то и осуществляет магнетрон 27 даже, хотя не такой холодный. В общем, опасно, и, но самое главное, результат. 30 секунд, микроволновка была включена на 30 секунд, и мы получили 100 миллилитров. Да. Давайте еще разочек. На самом деле это удивительно. Вот я тупанул, я очень боялся, что может излучение повредить там гаджет, на который я снимаю, или еще что-то. И, кстати, действительно, блок питания чуть что-то с ним произошло, он пишет ОТП, ну и все, и он не производит больше никаких манипуляций. Но 30 секунд это классный показатель, если мы действительно смогли 100 миллилитров, причем идеально, как будто я отмерил. Вот. Очень обидно, что не получилось прямо детально этот процесс снять. И я так понимаю, магнетрон слегка повредил, ну, то есть какую-то функцию отрубил в блоке питания. Я его даже блок питания переставил, чтобы повторить подобный результат. Отхожу, но что-то как-то уже нет такого результата. Мне кажется, там магнетрон, либо магнетрон сломался, он что-то дымиться начал, либо, я так понимаю, что-то произошло с блоком. Потому что он, ну, то ли ошибку какую-то стал выдавать, то ли еще что. В общем, такого показателя уже, к сожалению, нету. Не знаю почему. Вот сколько я не пытался перезамерить, не было результата. То есть я, конечно, просто... Ну, это связано с тем, что я вечером приехал, на скорую руку воткнул все это дело. А выход, видите, вообще не идет. Вообще нет выхода. Значит, нужно либо новый корпус собрать, либо в этом корпусе предусмотреть совсем другую крышку и в этой крышке как раз установить магнетрон. Я думаю, это надо будет повторить, обязательно повторить, потому что цифра классная. Извините, что записываю эпилог где-то в парке вечером. Это из-за того, что времени у меня не так много, куча текущих каких-то дел, работ и так далее. И пришлось пойти в парк с ребенком погулять и наконец-то закончить и подвести итог эксперименту. Как вы, наверное, обратили внимание, микроволновое излучение в 2 раза увеличило выход газа. Что касается ультрафиолета и ультразвука, то видите, когда полностью герметичная конструкция с бачком Вульфа, выход газа не меняется. Может быть, у меня что-то там не так, но выход газа не поменялся, в отличие от первого эксперимента. Что касается результата, честно доволен. Это значит, что нужно либо новый корпус разрабатывать, либо этот корпус дорабатывать и проводить новый эксперимент, сделать генератор побольше, сделать раствор электролизера помощнее, то есть там меньше 10% в щелочи в электролите, который вот до этого вы видели. Значит, что еще интересного хотелось сказать? Шимы подводят,
честно не знаю, напишите, может быть, есть какой-то блок, который сможет все-таки держать необходимое напряжение и дать возможность регулировать ток. Ну, я много чего перепробовал, почему-то, ну, вообще не катит, не канает эта ерунда. И еще кое-что хотел сказать интересное. У вас уже больше 3500 подписчиков, и я подумал, что было бы классно, в силу того, что ряд изобретателей и инноваторов подписан на мой канал и, в принципе, со мной уже знакомы. И я подумал, было бы круто дать возможность на моей площадке показать свои изобретения, чтобы люди, у которых нет возможности поделиться с нами, сделали это на моей площадке, поделиться с нами своими изобретениями, своими достижениями. Поэтому, если вдруг вы тоже что-то изобрели и хотели бы это показать, пишите на почту, которая вот где-то вот тут вот сейчас появится. Я попробую с вами связаться. Если получится, то снимем классное видео о вашем изобретении. Ну и в ближайшее время я вам покажу ряд изобретений, которые действительно достойны внимания. Там даже есть одно устройство, которое придумал один очень интересный ученый. Оно работает на квантовом уровне. Не знаю, если он согласится, он, конечно, я думаю, хотел бы сделать так, чтобы его разработка имела какую-то жизнь. Я думаю, я сделаю обзор на его устройство. И там еще есть ряд интересных людей со своими прикольными разработками. Если вам интересна эта рубрика, я думаю, назвать ее «Шаг новатора», то пишите в комментариях, я все комментарии читаю. Ну а дальше будем создавать генератор, точнее доводить генератор до ума с микроволновым излучением, увеличим, скорее всего, электропроходимость и электролитопроходимость в генераторе для того, чтобы он не так нагревался, хотя, судя из эксперимента, который вы видели, ну, вроде не особо нагревается. В общем, посмотрим, что будет дальше. Обязательно подписывайтесь. Я думаю, следующим шагом будет поставить генератор на машину и замерить, есть ли экономия газа, точнее, есть ли экономия бензина, когда мы подаем газ Брауна. Потому что огромное количество людей, даже, скорее всего, вы, которые сейчас смотрят, подписались для того, чтобы узнать, есть ли экономия бензина, если подавать газ Брауна в камеру сгорания. И я бы хотел сделать независимый эксперимент, в котором провести можно будет эксперимент, в котором мы проведем опыт и сможем замерить, опровергнуть или подтвердить факт экономии горючего. В общем, будет интересно. Спасибо за просмотр. Пока-пока.